Но вот как возможно стратегическая авиация у нас, каждый самолет на вес золота, и даже вопрос не сколько он стоит, там турки сравнивают стоимость самолета вот этого красавца, сделанного в советское время, уникального самолета, уникального по характеристикам. Там и А-50 тоже есть. Но тушки, да. Но вопрос же даже не только в стоимости. Его за деньги не купишь. Их невозможно. А у кого? У Китая покупать? А продаст ли он нам? Мы просто не в состоянии производить эти самолеты. Их надо было так беречь. Ну, вот это видео, которое выкладывают на украинских пабликах, они выкладывают, каких дронов и фипишки транслируют сигнал, как они летят, как они бьют по нашим самолетам. Что мы видим? Они их спрятали, эти самолеты. Они на крылья положили шины. Шины положили. Справились. Даже, если за 3 года войны, за эти ангары, которые надо строить, которые надо спрятать самолеты, они ведь стоят копейки по сравнению со стоимостью самолетов. Сколько уже самолетов сгорело от копеечных дронов? Каждый за один самолет можно было накрыть ангарами все аэродромы России. Но нет. Больше того, даже не начали делать это. Мы видели кадры из Сирии, да, когда там сирийские войска пали, ушли, Бармалей там заходили, снимали. Все самолеты в ангары. В Сирии все самолеты в ангары. У нас даже если бы рыболовную сетку натянули над этими самолетами, они были бы целые. Рыболовную сетку. Вот теперь я молчу, потому что потерял дар речи. Ведь получается, что мы все подвисли в буквальном смысле. Мы не знаем, где могут быть эти фуры, есть ли подобные фуры, есть ли подобные схроны. Ведь таким образом то, что они сегодня продемонстрировали, можно дестабилизировать, даже не направляя беспилотники с территории Украины, например, работу авиационных узлов, да, ключевых по России. Мы видим с вами, что аж до Амурской области они добрались, и там просто, к сожалению, трагедия, человек погиб, он зашел, и фура взорвалась. А так бы, может быть, кстати, очень символичное название, да, авиабаза «Украинка». Украинка, да, в Амурской области. Вообще там очень много украинцев на Дальнем Востоке, крайний север осваивали выходцы с Украины, конечно, в Львино, очень много там людей. Так вот, ведь получается все, конфигурация войны поменялась. Конечно, имеет некое значение линия соприкосновения, но получается дестабилизировать можно любые тылы, любые отрасли, любые направления. И это мне напоминает историю с Моссадом, вы помните, спецоперация с мобильниками. А здесь даже еще более дерзко. Здесь и искусственный интеллект, и завоз, хранение, и, собственно, удар. Что скажете? Все правильно, да. У нас большая страна. Мы живем в зоне, где, знаете, если много не надо, там где-то взорвать какой-нибудь газопровод, который питает какой-нибудь северный город. Все замерзнет, город замерзнет, это будет вселенская катастрофа. Это сотни тысяч людей могут быть на грани жизни и смерти в холодных замерзающих домах. Всего лишь маленькая какая-то бомбочка, совсем небольшая. Мы живем в такой зоне, это не тропики, не Африка, где удары по критической инфраструктуре и пространства гигантские. Невозможно каждый метр трубы, там, газопровода, там, все трансформаторы. Путепровода, мостов и так далее. Согласен. Да, невозможно. Все путепроводы, мосты. Нам только так точечно показали, что может быть, если нами будут работать вот так по-серьезному. И надо думать, что делать в таких случаях. Знаете, и ответы непростые.
совершенно не завидую руководству Российской Федерации, которое сейчас Олег, ну послушайте, приходится. есть такое понятие, как стратегическое планирование. Кого-то смущает слово планирование, есть понятие стратегическое моделирование. Да? Ведь содержатся гигантские аппараты, тратятся гигантские ресурсы. И получается, да? Дети не все буквы выговаривают. И вот она, опа, и все. И ты теряешь дар речи, когда кладешь трубку, а человек, который тебе звонит из Иркутской области, из Иркутска, да, и говорит тебе, у нас тут шухер. И ты думаешь, что это тебя пранкеры разводят. А потом открываешь ленту и понимаешь, опа, вот это действительно опа. Что дальше, на ваш взгляд? Я не знаю, что дальше. Дальше надо думать, принимать решения. По опыту, как решения принимаются в России, ответ будет не быстро. Вот если считают, что завтра что-то полетит и где-то что-то будет чрезвычайно, этого точно не будет. Это хорошо или плохо, но так это и есть. У меня друзья друзей решают коммерческие вопросы для российского бизнеса, параллельно подгружают политические задачи на них. Через американских лоббистов выводят из санкционных списков, кого могут вывести, пробивают там лицензии, выводят из-под санкций наши предприятия и работают с ближним кругом Трампа. И вот, да, если вы видите, что кого-то вывели из-под санкций, то это тяжелый труд. И есть люди, которые этим делом занимаются профессионально. И параллельно через этих же людей передается какая-то информация, которую надо передать, в том числе там, политическая и так далее. Ну, естественно, все общаются между собой. И когда люди, которые вокруг Трампа, не буду называть фамилии, должности, когда вот они общаются вот так вот, между делом, возникают какие-то доверительные отношения, какие-то бизнес-сделки, всем все выгодно. Вот они говорят, вы знаете, вы не совсем правы. Говорит, Америка любит силу и любит сильных. Такой вот момент. 1,5 года готовили. Все четко рассчитали, все четко подготовили. Ведь это же успех. Это успех СБУ. Это кто бы мне что ни говорил. А здесь я вот никому не хочу навешивать ярлыков, давать оценки. Но получается, что вот вся российская государственная махина, она готовилась к чему угодно, но только не к этой спецоперации. Получается так. То есть даже в модели не просчитывали. Нечего ответить. Кстати, Олег, не могу не сказать, вот то, что мы в медиа с вами наблюдаем, это разве нормально? То есть если мы с вами сейчас включаем российские каналы, там танцы, шманцы, песни и все остальное. А информационные так называемые государственные или аффилированные с государством каналы вообще несут всякую пургу, но только не главную тему. Это нормально? На мой взгляд, если мягко формулировать, это двойные стандарты. Это очень мягко. Да. Еще смотрите, как я с утра наблюдал, как менялось там заявление наших официальных органов. Сначала говорили о том, что там ЧП произошло на железной дороге, потом все-таки подрывы, а потом опять они убрали, взрывы убрали, переписали. И смотрите, в каком... Ведь наши чиновники боятся выдать комментарий. Их просто нет. Я согласен. Да? Почему? Потому что они боятся. И органы СМИ боятся. Боятся почему? Потому что с кем-то надо согласовать. А кто-то там наверху еще думает, не принял решение. Поэтому боятся. А в это самое время... Все ждут решения в самом верху. Так понимаете, это слабость, это не сила. Получается, что у оппонента иная модель. Вот над ним все ржали, да?
Говорили, да он какой там такой-сякой, а он создал систему. Он ли, его команда ли? Если его команда, то это его заслуга, что он такую команду подобрал. Да, и мы с вами все время говорим о том, что горизонталь иногда лучше, чем вертикаль. И то, что у нас с гордостью говорили вертикаль власти, это не всегда хорошо, есть побочные эффекты. И эти побочные эффекты мы сейчас наблюдаем. Знаете, вот жирафу ведь так он такой большой, а ему ведь очень сложно. Да. Когда жираф бежит, это сложнейшая с математической и с точки зрения управления задача. Потому что сигнал от ноги к головному мозгу идет долгое время. Вроде бы как, сколько там по нервам бежит сигнал. Это достаточно, чтобы просто система не работала. Поэтому мозг заранее просчитывает, выдает команду на ногу чуть быстрее с учетом задержки сигнала. И тогда получается вот этот бег, такой вот плавный, красивый бег жирафа. Но на него страшно смотреть, когда он бежит, такая машина. Вот и наша система такая же. Пока сверху не придет сигнал, пока журналисты не скажут, что можно говорить чиновнику, что можно говорить, что нельзя. И представляете, они живут в этом состоянии неопределенности и страха. Тогда нет, Олег, вот может быть я буду таким романтиком, да? Тогда надо уходить из профессии. Тогда называйся пропагандист, а не журналист. Тогда не умничай на федеральных каналах каждый вечер. Какой-то там раз такой, целые каналы создаются. Для чего это? Для пурги? А когда реальная ситуация, они ждут отмашки? Или чиновники, или так называемые депутаты, так называемые сенаторы в массе своей. Отдельные не согласовывают. И, кстати, получают за это подзатыльники, в том числе после эфиров здесь, на Царьграде.